Предлагаю вашему вниманию вот такой вязаный комбинезон для куклы. Я его связала для куколки Антонио. Здесь сзади и спереди я сделала кармашки, но это по желанию. Можно сделать кармашки другой формы или не делать вообще. Вязать я буду вот на эту куклу. Нитку для вязания нужно взять более тонкую, чем связано тело. Например, у меня это ирис и крючок единичка. Но можно такой комбез связать и на любую куклу. Мастер-класс по такому телу находится на моем сайте, русская и английская версия. До начала вязания оставляем кончик нити около 20 сантиметров для завязки. И с этого места начинаем вязать. Вяжем цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И примеряем на грудь. Надо, чтобы получилось примерно вот так. Подтягиваю кончик. Так вот. Вязать будем полустолбиками с накидом. Поэтому я делаю 2 петли подъема. Беру пока куклу, чтобы фокус был на вязании. Делаю накид и с 3-й петли от крючка провязываю полустолбик с накидом. Снова накид, в следующую петлю снова полустолбик с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и в первую петлю цепочки 9. Так как узелок я в начале цепочки не делала, то первая петля у меня сразу рабочая. Теперь делаю 2 петли подъема, поворот и провязываем в обратную сторону. Также в каждую петлю, потом обратно и еще 1 ряд. Итого 4 ряда. Такая деталь получится. Примеряем ее на куклу, кладем на грудь. Должно выглядеть вот так. Она не должна закрывать всю грудь. Теперь набираем воздушные петли. 1, 2, 3 и так далее. Так, чтобы цепочка прошла от груди под рукой, по спине, под второй рукой и присоединилась вот сюда, в уголок. И при этом получившаяся цепочка должна одеваться на ноги. У меня получилось 50 петель в цепочке. Сейчас покажу, как она одевается. То есть должно быть впритык, но при этом должно проходить через ноги сюда. Это нужно, чтобы комбинезон был съемным. Теперь через 2 петли подъема
1 и 2. Продолжаем вязать такими же столбиками по одному столбику в каждую петлю. Сначала по вот этой части до конца, затем переходим на цепочку и в каждую петлю цепочки провязываем до конца, соединяясь со второй петлей. Такая получается деталь. И следующие ряды провязываем также через 2 петли подъема и соединительную петлю по кругу без изменений в каждую петлю. Количество рядов определяем так: прикладываем кукле вот этот прямоугольник на уровне груди, и вот отсюда до вот этой части нужно связать ряды до низа тела. Вяжем. У меня получится 12 итого рядов. Вот так вот закрывает эта деталь тело. Здесь нить отрезаем, оставляем небольшой кончик. Теперь находим визуально центр передней части, проводим вот так вертикаль вниз, и вот в эту петельку среднюю присоединяем нить. Здесь я делаю узелок для закрепления. И с этого места начинаем вязать штанину. Для начала нам нужна просто цепочка, чтобы разделить 2 штанины между собой. Я провяжу 6 таких петелек. 3, 4, 5 и 6. Теперь нужно найти также среднюю петлю по задней части. Для этого считаем. У меня вот здесь было 9 плюс столбик подъема, то есть 10. И цепочку я вязала из 50 петель. Итого 60. Делим пополам, это 30. Значит, нужно отсчитать от этого места 30 петель. И вот здесь соединяем цепочку с основной деталью. Делаем соединительную петлю в найденную петлю. И с этого места начнем вязать первую штанину также через петли подъема по кругу, по половине по этой стороне и 6 по цепочке. 2 петли подъема, накид, и начинаем провязывать полустолбики с накидом. Продолжаем вязать. В последнюю петлю цепочки провязываем последний столбик и соединяем с соединительным столбиком со второй петлей. И так провязываем еще 3 ряда. То есть итого у меня 4 ряда. Но вы можете по желанию сделать больше. Здесь нить закрепить и отрезать. И присоединиться в любом месте можно. Я вот в этом же уголке присоединюсь и по кругу провяжу столько же рядов. Все, основная часть готова. Остается сделать сзади тоже такой прямоугольник. Ищем 14 петель по спине, так чтобы по бокам было одинаковое количество. И присоединяем нить с одного края и через петли подъема такими же поворотными рядами провязываем 5 рядов по 14 столбиков.
Она будет шире, эта деталь, чем эта, и на один ряд больше. Вот так будет выглядеть. Остается сделать завязки и карманы по желанию. Вот сюда в уголок вводим крючок, захватываем нить и провязываем воздушные петли в цепочку. Я провяжу 11 петель. Вы ориентируйтесь по размерам своей куклы. Конец цепочки должен попадать в уголок прямоугольника, который у нас сзади. Через плечо так перекидываем. Вот в этот уголок нужно присоединить нить. Нить вытягиваем. Вводим крючок в уголок снаружи внутрь и вытягиваем нить наружу. И здесь я предлагаю такое простое крепление. Можете по-своему сделать. Можно сделать пуговицу, какие-то другие приспособления. Отрезаем сантиметров 7-8. И здесь я просто закручиваю кончик в узелок. И этот узелок не даст вытянуться нитки, но при этом имеет запас, чтобы можно было снять одежду через руку. Здесь я делаю вторую такую же завязку через этот уголок, присоединяю нить и провязываю столько же петелек и вывожу в этот уголок. Таких кончиков у меня будет 2, и я их просто могу связать друг с другом в бантик, и это закрепит одежду и будет возможность снять. Остается сделать кармашки. Придумайте форму, место расположения, где вы хотите сделать кармашки. Например, вот такой формы, или здесь нагрудный кармашек. Ну, сзади рекомендую сделать 2 кармашка симметрично. Связать их просто такими же поворотными рядами, такой же ниткой нужного размера и формы. И затем вот так пришиваю. Я пришиваю крючком, можно пришить иголкой. Советую сделать обвязку кармашков и самого костюма по краю. Вот так сверху, снизу. Обвязать столбиками без накида. Такой в итоге костюм у меня получился. Сзади вот эти ниточки, которые можно в бантик завязать. Кармашки. Обязательно показывайте свои костюмы в соцсетях. Мне будет интересно посмотреть, что же получилось у вас в итоге. Для полноты картины у меня есть кепочка для этого мальчика. Вот такой итог. До встречи в новых видео.